Падение экспорта алюминия компании «Русал» на 70%. Ситуация вокруг аварии на ArcelorMittal Кривой Рог. Строительные проекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Драйвер роста рынка металлопроката в регионе. А теперь эти и другие новости в подробном изложении в еженедельном обзоре Metal News. Программа выходит при поддержке группы компаний Техэнергопром. Продолжается реакция на введение пошлин на сталь и алюминий со стороны США. Как сообщал Metal News, Дональд Трамп отложил введение пошлин сроком на 1 месяц. Согласно новому заявлению главы Белого дома, пошлины вступят в силу 1 июня 2018 года. Президент Европейского парламента Антонио Таяни 1 мая заявил, что страны Европейского Союза должны быть освобождены от пошлин США на сталь и алюминий. Освобождение от пошлин только до 1 июня недостаточно. Неопределенность вредна для промышленности по обе стороны Атлантики. Мы ожидаем, что ЕС будет освобожден от пошлин раз и навсегда. Мы играем по правилам, давайте работать вместе, чтобы изолировать тех, кто этого не делает, написал Антонио Таяни в своем твиттере. Новолипецкий металлургический комбинат предупредил американские власти, что в случае, если компания не будет освобождена от уплаты импортной пошлины 25% при поставках слябов на свои активы в США, она будет вынуждена уйти с этого рынка. Если наша продукция не будет исключена из-под действия заградительных тарифов, мы будем вынуждены оставить бизнес и оставить без работы американских работников стальной отрасли, цитирует Интерфакс обращение дочерних компаний НЛМК в Министерство торговли США. Рынок алюминия продолжает лихорадить. По сообщению Интерфакс со ссылкой на материалы открытого акционерного общества «Российские железные дороги», ведущий игрок на этом рынке, компания «Русал», в апреле сократила экспортные погрузки алюминия на 70% по сравнению с мартом, с 254,8 тысяч тонн до 76,7 тысяч тонн. Показатель также оказался рекордно низким по сравнению с апрелем 2017 года. Экспорт упал на 68%. Несмотря на продление разрешения регулятора США о работе резидентов с заводами компании вплоть до 23 октября 2018 года, о возобновлении сотрудничества с «Русалом» никто не объявлял. Однако все крупные заводы компании в Сибири явно продолжают работу. По данным Совета рынка, регулятор энергорынков, и системного оператора, диспетчер единой энергосистемы, потребление электроэнергии не снижалось. Электролиз алюминия требует огромных энергозатрат. «Русал» — крупнейший потребитель электроэнергии в Сибири. Но за неделю с 27 апреля по 3 мая спрос на электроэнергию здесь вырос к аналогичному периоду 2017 года на 2,8% до 3,65 миллиарда киловатт-часов. В апреле в целом на 2,6% до 17,7 миллиарда киловатт-часов. Увеличение потребления в апреле объяснили снижением температуры воздуха по сравнению с 2017 годом. Объяснить разрыв между экспортом и производством может неожиданно резкое увеличение перевозок алюминия по Российской Федерации. По тем же данным РЖД, в апреле погрузка алюминия с 9 заводов «Русала» выросла на 25,6% до 55,1 тысячи тонн. Основной рост фиксировался на предприятиях в Саяногорске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке. Импортные перевозки глинозема, которая является сырьем для алюминия, выросли на 5% по сравнению с апрелем 2017 года и достигли 375,9 тысяч тонн, что на 1% больше по сравнению с мартом 2018 года. Отгрузка глинозема в Российской Федерации увеличилась более чем вдвое. Куда идет продукция «Русала» в Российской Федерации, неясно. Внутреннее потребление в стране традиционно сильно уступает экспорту. Эксперты полагают, что рост отгрузки по Российской Федерации вызван наращиванием объемов на складах вблизи заводов «Русала». Этот алюминий будут закупать небольшие трейдеры, которые не опасаются санкций и постараются использовать различные схемы для экспорта. Стали известны подробности аварии на доменной печи номер 9 на ArcelorMittal Кривой Рог. 29 апреля при проведении пробной выплавки после капитального ремонта на доменной печи номер 9, проектная мощность которой 308 тысяч тонн в месяц, возник прогар холодильной плиты агрегата, в результате чего произошла утечка около 40 тонн чугуна. В настоящее время оборудование остановлено. На предприятии оценивают обстоятельства аварии и перспективы запуска оборудования. Точные сроки возобновления работы печи не озвучиваются. Из-за аварии на доменной печи номер 9 излишних объемов со стороны ArcelorMittal Кривой Рог в мае не будет. Так, цены предложения проката 12,32 мм с отгрузкой со складов в Киеве, Харькове, Одессе составляют 18 800 гривен за тонну с НДС. В Кривом Роге 18 300 гривен за тонну. Позиция поставщика подкреплена ограниченным предложением проката на рынке. На фоне сниженных закупок апреля и сезонного восстановления спроса избыток запасов практически устранен. Дополнительно в пользу АМКР может сработать и смена тренда на экспортных позициях. За прошедшую неделю заготовка подорожала на $5-10 за тонну. В свою очередь, трейдеры, не дождавшись уступок от поставщика,
СК также приступили к повышению котировок арматуры. В Киеве складская цена достигла 18 500 гривен за тонну, и в ближайшее время ожидается дальнейшее повышение цены на прокат. ArcelorMittal получил разрешение от Европейской комиссии на приобретение компании Ilva после предоставления плана по продаже ряда своих европейских активов. Решение было обнародовано до истечения крайнего срока, который был назначен на 23 мая. Разрешение на слияние компаний от Еврокомиссии было предоставлено на основании того, что компания ArcelorMittal обязалась продать активы в Италии, Румынии, Македонии, Чехии, Люксембурге и Бельгии, сообщается в пресс-релизе ArcelorMittal. Сегодняшнее решение гарантирует, что приобретение Ilva компании ArcelorMittal и последующее возникновение крупнейшего производителя стали в Европе не приведет к повышению цен на сталь за счет европейской промышленности и миллионов занятых в ней людей, а также потребителей, заявила комиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер, комментируя решение Еврокомиссии. Украинский производитель стали Метинвест намеревался приобрести один из сталелитейных заводов европейских активов ArcelorMittal с целью укрепления своих позиций на европейском рынке после введения антидемпинговых пошлин. Строительный рынок Эмирата Дубай продолжает активно развиваться. Недавно был заявлен еще один крупный жилищный проект. Реализация инвестиций окажет поддержку местному спросу на сталь. Одна из крупных строительных компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Маджид Аль-Фатаим, недавно объявила о запуске жилищного проекта Титал Аль-Джаф стоимостью $3,8 миллиарда. Инвестиции будут реализованы на территории площадью 3 миллиона квадратных километров и предполагают застройку 4 сегментов, 2 из которых, Serenity и Harmony, планируется построить в рамках первой фазы. Строительные работы в рамках указанных инвестиций внесут поддержку местному спросу на сталь. Основным драйвером рынка являются проекты Экспо 2020. Но после выставки спрос на металл также будет расти, так как в Объединенных Арабских Эмиратах, в частности в Дубае, планируется много масштабных строек. Именно так комментируют ситуацию местные эксперты. Вы смотрите Metal News. Обзор за неделю. Основные котировки на отчетной неделе выглядели так. Вы смотрели Metal News. Обзор за неделю. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить свежий обзор рынка металла.